Привет, друзья! С вами Лада, и в этом видео мы будем экспериментировать по полной программе с колерами, с теми самыми, которые мы используем для окрашивания наших любимых газетных трубочек, чтобы потом из них плести красивые корзины. Будем смешивать разные цвета и получать интересные дополнительные оттенки. Если вам эта тема интересна, то я приглашаю вас к просмотру. Для окрашивания наших любимых газетных или бумажных трубочек нам часто приходится пользоваться колерами. Куда же без них, ведь они красят именно в те цвета, в которые обычные морилки не могут покрасить. В ярко-синий, голубой, зеленый или ярко-красный. Палитра достаточно разнообразная. И, понятное дело, скупить всю палитру просто невозможно и в денежном плане, и по причине, что хранить это все где-то нужно. У меня коллекция колеров не такая большая, но все равно много лишнего здесь есть. Кстати, напишите, какая коллекция колеров у вас, будет очень интересно почитать. Поэтому в этом видео я решила показать вам, что из ограниченного количества цветов, правильно подобранных, тоже можно что-то интересное наколдовать. И я сразу выделяю основные цвета. Итак, первое место занимает белый цвет, без него просто никак. У меня здесь белая эмаль для радиаторов. Можно взять белую акриловую краску, но она чуть подороже выйдет, либо найти белый колер. Он иногда встречается. Далее идут такие основные цвета, как черный, красный, желтый, синий и коричневый. Насчет зеленого я сначала подумала, что его можно сюда не брать, то есть зеленый получить путем смешения желтого и синего. Так получается в акриловых красках и достаточно хорошо получается. Но здесь в колерах немножечко другой принцип получился, поэтому я все-таки вам посоветую сюда добавить зеленый цвет. Неважно, какой это будет, либо светлый зеленый, либо темно-зеленый, все равно его можно разбавлять и желтым, и белым, и синим. Главное, чтобы был именно зеленый оттенок. И в этом кадре я начинаю свой эксперимент. Здесь у меня основным цветом будет служить белый, и в него я уже буду добавлять другие основные оттенки, буду смотреть, какие цвета получаются. Вообще белый цвет в работе я использую для получения именно пастельных оттенков, но этим он не ограничивается. С помощью смешения основного цвета с белым можно получить разные интересные вариации других оттенков, очень красивый розовый, очень красивый голубой и так далее. Все дело именно в пропорциях, но здесь я так скажу, что все пропорции я беру именно на глаз, то есть сначала я по чуть-чуть добавляю основного красящего пигмента и потом уже смотрю, какой цвет получается. Если мне нужно чуть-чуть поярче, я добавляю еще и еще, пока нужный цвет не появится. И раз уж мы в этом видео экспериментируем по полной, то сейчас я прямо в этот нежно-розовый цвет добавляю немного синего, и получается вот такой интересный оттенок, розовато-сиреневатый, что ли, мне очень понравился. Дошла очередь до синего цвета и смешиваю его с белым. Смотрите, какой интересный оттенок получается, такой нежно-голубой. Мне кажется, что на трубочках будет смотреться интересно. И здесь я добавляю синий цвет абсолютно на глаз, до тех пор, пока меня не устроит получившийся нужный оттенок. Мне захотелось посмотреть, что же будет, если вот в этот цвет добавить еще немножечко желтого. Ну так, интересно получилось. Такой какой-то серо-болотный цвет, что ли. С желтым, кстати, тоже все интересно получается. Палитра желтого достаточно разнообразна. У нас есть темно-желтый в природе, светло-желтый, лимонный, желтый ближе к коричневому, желтый ближе к красному. И все эти оттенки можно получить путем смешивания 2-3, ну так от силы 4 цветов. Здесь я желтый смешала с белым, и если добавить его совсем немножечко, я имею в виду желтого цвета по отношению к белому, то можно получить лимонный цвет. Если мы в эту смесь добавим слегка красного, то мы получим оранжевый, а если мы немножечко коричневого добавим, то мы получим светло-коричневый оттенок. Очень интересен коричневый цвет. У меня здесь темно-коричневый, но из него можно спокойно сделать и светло-коричневый, например, смешав этот цвет с белым. Но сюда можно добавить еще и желтенького, получится такой песчаный цвет, можно поэкспериментировать. В этот раз мне захотелось в коричневый добавить не желтый, а красный. Мне показалось это любопытным, и действительно, смотрите, какой оттенок получился красивый, такой рубиново-малиновый, коричневый, что-то такое в этом есть интересное. Ну и последний из основных цветов это черный, и из черного тоже добываются очень интересные оттенки, то есть если смешать, например, его с белым, получится такой сероватый оттенок. Кстати, серых оттенков очень-очень много в палитре, поэтому тоже нужно экспериментировать с пропорциями, получается интересно. Ну и в эту серую смесь мне захотелось добавить немножечко синего, и здесь тоже любопытное сочетание получилось.
И здесь я показываю крупным планом то, что у меня получилось от смешивания всех вот этих основных цветов. Здесь я пока не экспериментировала с зеленым, потому как я была уверена, что его можно получить путем смешения желтого с синим, но об этом чуть попозже, почему так не произошло, я расскажу обязательно. А теперь я буду смешивать цвета уже без добавления белого цвета. Здесь беру чисто красный, который у меня есть, ярко-ярко красный, и добавляю сюда синего. И кисточку я обязательно помыла, чтобы вот в этих колпачках у меня краски не смешивались сильно между собой. Добавляю синего до тех пор, пока не получу нужный оттенок. Вот такой темно-сиреневый у меня получился, чтобы вам было более понятно, я кисточку промыла и немножечко вот так вот растушевала. Смотрите, какая красота получилась. Можно сюда добавить белый, можно, и тогда вы получите лиловый цвет, цвет лавандовый. Ну, я просто балдею, если честно, от этого эксперимента, мне очень нравится. Следующий эксперимент. Также смешиваю цвета без добавления белого. Здесь я беру желтый. Кстати, он у меня заканчивается, надо бы прикупить. Мою кисточку и добавляю сюда синего. Я очень надеялась получить зеленый, потому что в акриловых красках таким путем смешения у меня и получался зеленый цвет. И я была просто уверена, что и колера поведут себя точно так же. Но, к сожалению, что я увидела, конечно, меня очень удивило, я не получила чисто зеленый цвет, как и хотела. Хотя пыталась смешивать и так, и сяк, и еще там за кадром куча листов бумаги я испортила, но все равно зеленый чистый я не получила. Вот такой цвет болотный я получила, да. Вот, поэтому придется мне зеленый тоже включить в палитру основных цветов именно вот в колеровочном наборе. Следующее смешение цветов у меня начинается с желтого. Вообще желтый интересный цвет, и из него можно много разных оттенков получить. Добавляю красный. Вообще здесь я планирую получить чистый оранжевый цвет без добавления белого цвета. Да, в принципе, у меня это удается. Смотрите, какая красота получается. Ну и немножечко его размываю. Тоже такой золотистый цвет получился. Достаточно необычное сочетание. И сюда я решила добавить немножечко коричневого. Смотрите, такой кирпичный цвет получается. Если добавите чуть больше коричневого, тогда будет темный кирпичный оттенок. И все-таки, как я уже говорила, я к основному набору колеров добавила зеленый цвет. У меня здесь светло-зеленый цвет. Можно взять темно-зеленый. Из темно-зеленого можно получить светло-зеленый путем добавления, смешения желтого или белого, смотря какой оттенок вам нужно получить в данной ситуации. Здесь именно я зеленый цвет, светло-зеленый, все-таки смешаю с красненьким. Вообще такое смешение дает очень красивый коричневый оттенок. Ну, в зависимости от того, какой зеленый вы сюда добавите или какой красный возьмете. Я еще решила поэкспериментировать с зеленым, и сюда по чуть-чуть я добавляю синий цвет. Кстати, из такого смешения получается довольно симпатичный темный зеленый цвет. И вот таким вот образом я добывала темно-зеленый цвет для моего арбузного набора. Если вы помните, плели мы такие интересные штучки с вами. Видео на канале есть. Обязательно, если не забуду, ссылку в описании оставлю. Ну что ж, а теперь мы с вами покрасим трубочки. Это очень интересный процесс начинается. Итак, я беру белую краску. Здесь я пропорции не скажу, чисто все делаю на глаз, но белой краски у меня взято где-то пол чайной ложки. Хотя трубочек я собираюсь покрасить всего 4 штуки. Но ничего страшного, для видео мне ничего не жалко. Добавляю сюда немного красного цвета. Я хочу получить такой нежно-розовый оттенок, поэтому я начинаю добавление красного с маленьких капелек, для того, чтобы не переборщить с этим делом. Перемешиваю в основном я кисточкой все это дело, для того, чтобы было равномерно все. И вот я вижу, что очень бледный такой розовый получился, я добавляю еще красного. А теперь я в то, что получилось, добавляю немножечко синего. Опять же начинаю с капелек. Здесь, если вы боитесь, вы можете добавлять цвет из колера либо зубочисткой, либо какой-нибудь палочкой. Вижу, что недостаточно, еще добавляю синего. И добавляю до тех пор, пока мне не понравится получившийся новый оттенок. Здесь мне хочется получить такой нежно-лиловый оттенок или лавандовый, поэтому я ориентируюсь
именно из этого расчета. Но здесь, конечно, я и синего добавила, и красного. Мне показалось, что именно вот такого сочетания будет достаточно, и действительно получилось то, что я планировала получить. Такой, смотрите, нежный розовый, розово-лавандовый цвет. Если добавить еще чуть больше синего, то получится именно сиреневый оттеночек. И начинаю тем, что получилось, красить трубочки. Ну, здесь, конечно, я взяла для эксперимента 4 трубочки, потому как я ими не собираюсь плести, просто хочу показать, как этот цвет смотрится на бумажных трубочках. И смотрите, действительно, ну, смотрится вообще очень-очень классно. Оставлю их подсыхать и посмотрим, что получится уже после высыхания. Следующий оттенок намешиваю. Я беру пол чайной ложки белого цвета и сюда добавляю синего. Плюхнула я многовато, но это так и надо. Вообще у меня идея получить изумрудный цвет вот путем смешения вот этих всех оттенков дополнительных. То есть у меня здесь синий взят, желтый и светло-зеленый. Ну, посмотрим, что получится. Еще добавляю синенького. Получается уже красиво. Сюда капелюшечку желтого добавила. И сейчас начинаю внедрять в эту смесь зеленый цвет. Начинаю добавлять чуть по капельке, для того, чтобы не переборщить. Я контролирую получение цвета таким образом. Ну и здесь я смотрю, либо добавить чуть больше синего, либо чуть больше зеленого. Опять же, все делаю на глаз. И в результате получается, ну, такой зеленый цвет, да, он немножечко похож на изумрудный. Не знаю даже, чистый изумрудный получился, ну точно не чистый изумрудный, но что-то такое похожее получилось. Может быть, белого цвета можно было и не добавлять, но тут опять же нужно экспериментировать. Ну и также сейчас этим цветом покрашу на пробу трубочки. Посмотрим, как этот цвет заиграет у нас на бумажной лозе. А заиграет он у нас очень даже интересно. Смотрите, что получается. Очень красивый цвет получился, я даже не ожидала прям. Ну и также сейчас этим цветом покрываю трубочки. Посмотрим, как этот цвет будет играть на нашей бумажной лозе. Получается, ну, очень здоровски. Мне очень-очень нравится то, что получилось. Я беру на заметку такое смешение оттенков и вам тоже советую попробовать. Азарт эксперимента меня полностью захватил, и я решила смешать между собой эти два цвета, которые у меня ранее получились, и посмотреть, а что же из этого выйдет хорошего. И что-то хорошее у нас явно получилось. Один из кучи оттенков серого это точно получился. Смотрите, как он играет на бумажных трубочках. Мне очень-очень нравится такое цветовое решение. Здесь смешано аж целых, если я не ошибаюсь, 5 цветов, что ли, или 6. В общем, да. Очень интересно получилось. Ну а сейчас я показываю полноценный процесс покраски бумажных трубочек. Кстати, из этих бумажных трубочек мы с вами будем плести в скором времени одну корзиночку. И она, я открою вам секрет, будет разыгрываться в конкурсе на 100 тысяч подписчиков. Так что не пропустите, обязательно подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Тогда новые видео вы точно не пропустите. Здесь все как обычно. Я беру лак и добавляю всякие разные колера, чтобы намешать уже нужный мне цвет. Я взяла 3 колера из основного моего набора, который я для себя определила уже в начале видео. Это темно-коричневый, красный и желтый. И намешиваю я это все в разных пропорциях, добавляя вот эти цвета. То есть сначала я добавляю красный, потом немного желтого, чтобы получить слегка оранжевый оттенок. И потом уже немножечко коричневого туда добавлю, и получится такой нежно-кирпичный цвет. Более подробный процесс окраски вы можете посмотреть уже в том видео, которое выйдет очень скоро с плетением этой корзиночки. Но здесь показываю только основные моменты. В принципе, ничего нового такого нет. Я в своих видео также показывала процесс покраски. Добавляю в эту смесь немножечко воды и крашу трубочки. Вообще в этом эксперименте принцип очень легкий. Мы имеем базу основных цветов и их смешиваем в разных пропорциях между собой, получаем разные дополнительные оттенки. Я думаю, что многие знают, что в природе существует только 7 основных цветов, причем 3 из них цвета первого порядка, это желтый, синий, красный, из которых можно получить все остальные цвета и также дополнительные оттенки. Этим принципом мы будем руководствоваться. Но в свой универсальный и стандартный набор я добавила не только эти 3 цвета, но и также другие цвета, без которых, мне кажется, в плетении из газетных трубочек точно не обойтись. Это, как я уже сказала, белый, черный, темно-коричневый и чуть позже добавила зеленый.
И вот в этом кадре я хочу показать, как же отличается вновь получившийся оттенок от, например, того же самого красного. Вы видите, вот такие трубочки у меня получились. Здесь я смешала, еще раз повторю, красный, желтый и коричневый. К сожалению, камера не передает все интересности вот этого нового цвета, потому что он реально кирпичный цвет имеет. Вот такое видео получилось. Какие выводы могу сделать? Не бойтесь экспериментировать ни в коем случае, не бойтесь смешивать даже те цвета, которые, как вам кажется, ну точно друг с другом не поладят. Результат может быть очень неожиданным, мне кажется, я вас убедила в этом видео уж точно. Кстати, напишите в комментариях, мне будет очень интересно почитать, какой оттенок путем смешения разных цветов вам больше всего понравился в этом видео. Мне вообще понравились все оттенки, которые получились. Каждый смотрится по-разному, интересно, любопытно, и у меня даже голова идет кругом от этого эксперимента. Вы уже убедились, и я надеюсь, что я вас убедила в этом видео, что не нужно бежать в магазин и паниковать и скупать все цвета колеров, которые там продаются. Достаточно иметь какой-нибудь такой основной набор из тех цветов, например, которые я показала в этом видео, и из этих цветов уже намешивать, колдовать какие-то волшебные варианты оттенков. Не знаю насчет времени, но деньги сэкономят это точно, да и плюс мне кажется, что это очень интересный процесс. Да, кстати, для того, чтобы сэкономить время и целый час не стоять, не намешивать все эти цвета, я советую вам сделать выкраску тех колеров, которые у вас имеются, и сделать выкраску всех вариантов смешения этих колеров между собой. Это вам 100% сэкономит время, и в следующий раз вы уже будете знать, а что же вам добавить, какие цвета смешать для того, чтобы получить тот или иной оттенок. Я хочу добавить одну немаловажную деталь, это то, что все мы живем в разных регионах, в разных странах, и колеры продаются у всех разные, то есть отличаются и фирмы, и пигменты в них, и здесь, конечно, это тоже нужно учитывать, поэтому не берите за стопроцентное правило смешивания вот этих всех оттенков, которые я показала в этом видео, всего лишь имейте это в виду и сами экспериментируйте. И если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, здесь вы найдете вдохновение. Благодарю вас за ваши комментарии, которые меня вдохновляют на новые идеи и видео для вас, и благодарю вас за то, что делитесь этими видео в соцсетях. Легкого плетения, увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!